Шоу-тайм представляет. Аутсайдер. Я готов, папа. И куда же ты собрался, наш Бенджо? Я иду с тобой. Ты должен остаться здесь. Ну к чему? У тебя есть свои обязанности. Я рассчитываю, что ты их выполнишь, да? А кроме того, нужно, чтобы ты защищал свою маму. До вечера. Пойдем в дом, Бенджо. Бенджо. Ну, давай. Давай. Вытягивай меня. Эй, вы! Доброе утро. Мистер Йодер, не так ли? Да, я Бен Йодер. Да. Меня это просто убивает, их акцент. Да. Прошу вас починить ограждение, которое вы только что перерезали. Мои овцы разбегутся. Мы не собираемся этого делать. Вы не имеете права огораживать открытые пастбища. Это не открытое пастбище. Теперь это моя земля. Я приобрел ее законным путем. Мистеру Хантеру это известно. Мы не станем чинить заграждение. Вы в порядке? Убирайтесь с моей земли. Моя семья работала на этой земле 3 поколения. И вдруг появляетесь вы, чужаки, со своими овцами, с заборами и с листом бумаги, и думаете, что земля ваша. Позвольте упростить это дело. Я куплю у вас землю. Я не продам.
Думаю, нет. А вот ваша вдова продаст. Бенджо, что такое? Не знаю. Наша Ребекка. Вы можете вернуться в город. Мы сами обо всем позаботимся. Миссис Йодер, примите это. Ей не нужны ваши таблетки, доктор. Она будет молиться. Будь по-вашему. Когда же этого человека остановят? Вам нужно поговорить об этом с шерифом. Скажите нам, вы уже арестовали Фергюса Хантера и головорезов, которые работают на него? Я был там и разговаривал с ними. Они сказали, что застали Бена Йодера, когда он воровал у Хантера скот. И он специально перерезал свое ограждение? Нет, ограждение перерезали они. Я велел им починить его. Убит человек. А они починят забор? У Хантера есть свидетели. Я не могу ничего сделать. Так вот ваше правосудие. Сатана снова и снова оборачивается волком среди овец, убивая невинных. А вы ничего не делаете? Выгоднее быть на стороне сильного, верно, Гетц? Не я устанавливаю правила, доктор.
Вы просто работаете на того, кто устанавливает. Мама. Бенджи, отправляйся в город и привези доктора Генри. Бенджи, ты должен это сделать. Но я не могу. Если не сможешь сказать, напиши на бумаге, хорошо? Этот человек умирает, Бенджи. Иди же.
Господи, сколько же крови у тебя осталось? Я знаю. Пуля ударилась о ребро и застряла возле печени. Он умрет? Я видел людей, которые были изрешечены пулями, но все равно цеплялись за жизнь. Удивительно, зачем она им? Еще один. Вы думаете, он... Преступник? Да. Вы по-прежнему хотите спасти его? Он Божье создание. Так хочет Господь. Если бы у Господа была хоть крупица здравого смысла, он бы отправил его в ад. Но вы ведь сделаете все возможное, чтобы не допустить этого. Да. Постараюсь избавить нас от необходимости хоронить его. Взгляните сюда. Следы тюремных кандалов, без сомнения. Да. Давайте снимем это с него. Хорошо. Вдобавок его кто-то выпорол. Можно лишь гадать, какие отметины остались в его душе. Он вряд ли поблагодарит вас за то, что вы спасли его, хотя, скорее всего, он не выживет. Прижмите его. Прижмите его, держите его. Да. Хорошо. Я почти достал ее. Вот она. Я оставлю вам карболовую кислоту, чтобы промывать рану. Не стоит сжечь его внутренности керосином. Но я думала, вы увезете его с собой. Он не в состоянии путешествовать. Или причинить вам вред. Мама, он нас застрелит? Мы не желаем ему ничего плохого, так зачем ему нападать на нас? А кроме того, ему понадобится вот это. Ной! Ной, а у нас в доме человек. Доктор зашил его рану, я сам видел. В самом деле? Наша Ребекка. Ной. В твоей постели? А что мне было делать? Бросить его в угол, как мешок? Разве я что-нибудь сказал?
Твой сын говорит, что у вас был доктор. Иначе бы он умер. Мы не хотим, чтобы в нашу жизнь вмешивались посторонние. Мы должны быть добры, наш Ной. Ты меня не слушаешь, ты никогда меня не слушала. Ты всегда все решаешь сама. Бог дал нам разум, он хотел, чтобы мы им пользовались. Но решать должна не женщина, а мужчина. Мой муж мертв. Ты подала мне еду в доме Бена. Я должен верить. Я сделал это без плохих мыслей. Если ты обратишь свой взор на меня, это не будет неверностью. Пока я не могу думать об этих вещах. Бен умер, Ребекка, и моя Марта тоже. А перед нами целая жизнь. Жизнь амишей. Нам нужно вырастить сыновей и родить еще детей ради славы Господа и Церкви. На прошлой неделе дотла сгорел сарай Зука. Каждую неделю что-нибудь случается. Тебе нужна мужская защита. Скоро у тебя кончатся дрова. Через несколько дней я пришлю сына, чтобы он нарубил еще. Большое спасибо, если Моисей не против. Он делает то, что я велю. Все рано или поздно оказывается частью музыки. Теперь и вы тоже. Не знаю, откуда она берется. У амишей музыка запрещена. Любая музыка, кроме религиозных гимнов. Поэтому я никогда никому об этом не рассказывала. Где мой пистолет? Где он? Он в шкафу. Пойди принеси. Ну так отпустите меня. Где я? В безопасном месте. Таких мест нет.
Чем вы напугали моего сына? Наверное, сказал бабах. Опустите это. Кажется, у вас немного причин для беспокойства. Послушайте меня хорошенько. Я скорее позволю вам умереть, чем причинить вред моему сыну. Добрый вечер, док. Мистер Хантер? Шериф. В доме Йодоров кто-то болен. Беспокоитесь о своих соседях? Узнаете кого-нибудь? Это он? Этот человек сейчас у вдовы Йодора? Да, я был там, осматривал рану у него в боку. Наверное, он уже мертв. Думаю, его наняли эти святоши. А я считал, они верят, что Господь будет сражаться вместо них. Может, им надоело проигрывать? Какого черта? Вы монахиня? Я дочь Амишей. И это дом семьи Амишей. Мы верим, что о нас позаботится Господь. Наказание для злодея. Наказание? Вы думаете, я вас наказываю? Нет. Нет, мэм. Я вам очень благодарен. Ну что ж, кажется, уже поздно знакомиться подобающим образом. Поскольку вы прокляли меня, пытались задушить и испачкали кровью мои муслиновые простыни. А вы раздели меня догола. Я Ребекка Йодор. Джонни Голд. И он сказал, я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Вы знаете Священное Писание? Кое-чему учился. А где мистер Йодор? И... Сосредоточься. И... С. Сосредоточься, Бенджо. Кто-то едет. Оставайся здесь, Бенджо. Моисей, спрячься в сарае. Добрый день, мэм. Напоите лошадей, если хотите, и поезжайте дальше, пожалуйста. Очень признателен, мэм. Но это не то, чего я хочу. Мистер Хантер, моя ферма не продается. Наверное, с тех пор, как умер ваш муж, вам с сыном тяжело приходится.
Не смей поворачиваться ко мне спиной, женщина. Слушай меня внимательно. Так. Джонни Голд, не так ли? Кажется, я слышал, как вы нагрубили этой доброй женщине. И что же? Пожалуйста, больше так не делайте. Мэм, мы еще увидимся. Надеюсь. Мистер Голд, таким способом вы не поможете. Мама, Мистер Голд, У него началась грудная лихорадка. Не помню, кто сказал, что только хорошие люди умирают молодыми. Настойка опия. Она облегчит его последние страдания. Господь знает, что там, куда он идет, его ждет достаточно страданий. возможно, Господь спасет его. Возможно. Хотя большинству из нас он не оказал бы такой услуги. Но разве мы можем знать чью-то судьбу? Поверьте, миссис Йодер, иногда темные силы берут вверх.
Вы не должны играть музыку в этом доме, а мы не должны слушать. У нас, амишей, музыкальные инструменты запрещены. Мы верим, что музыка ввергает нас в грех. А вы никогда не грешите, миссис Йодор? Я не позволяю себе так поступать. А я позволяю. Очень-очень многое. Хорошая девочка. Где моя рубашка? Она была... Позвольте, я вам принесу. Надеюсь, вы не возражаете против одежды амишей? Вам такая одежда идет. Я научился читать по глазам, иначе долго не проживешь. Я не желаю ничего знать об этом. Я не позволю, чтобы с моим сыном обращались жестоко. Дайте мне слово, что вы не причините вреда моему мальчику. Мое слово? А если я отъявленный преступник, игрок и лжец? Думаю, вы и то, и другое, и третье. Но если вы дадите мне слово, я поверю вам. Тогда я даю вам слово.
Бенджо, сначала съешь свеклу и пользуйся салфеткой. Да, мама. Мистер Голд, вы убиваете людей? Бенджо Йодер, что за ужасные вещи ты говоришь? Извинись немедленно. В этом нет необходимости, мэм. Извините меня. Кыш! Прочь с крыльца. Кыш! Вас посадили в тюрьму. За это? В тюрьму? Я никогда не сидел. Ах да, тюрьма. Нет, меня посадили за то, что я не ел свеклу. Давайте. Давайте быстрее. Вот так. Вот так. Давайте. Пошли, пошли. Кажется, овцы вас совсем загоняли. Иногда я думаю, что проще было бы уступить ферму тем людям. Не могли бы вы мне кое в чем помочь? Все наши женатые мужчины носят бороды. Но мой муж как-то раз поранился таким образом, что ему пришлось бриться начисто, и я взялась помогать ему. Я очень надеюсь, что вы не сердитесь на меня, миссис Йодер. Возможно, вам стоит помолиться, мистер Голд. Надеюсь, это не мешок для приговоренного к смертной казни. Нет, это мой способ отплатить вам за минуты тревоги, что вы мне доставили. Зачем вы это носите? Женщина должна прикрывать волосы ото всех, кроме мужа. Похоже, у вас есть правила на все случаи жизни. Зачем Господу или человеку прятать такую красоту? Что? Как я выгляжу? У меня идет кровь? Нет, но у вас кривой нос. Посмотрите повнимательнее, наверняка где-нибудь идет кровь. Крови нет. Ной, как хорошо, что ты зашел. У моей повозки на дороге сломалось колесо. Мистер Голд, это мой добрый сосед и близкий друг, Ной Уивер. Здравствуйте, мистер Уивер. Здравствуйте. Я зашел узнать у Ребекки, понадобится ли моя помощь, когда овцы начнут давать приплод. Спасибо. Думаю, пока нет. А если они начнут давать приплод, пока здесь будет мистер Голд, то, возможно, из него получится неплохой скотовод. Надеюсь, это не трудно. Не беспокойтесь, мистер Голд. Кажется, скоро вы совсем поправитесь и сможете уехать. Он не готов ехать верхом.
У меня есть запасное колесо в сарае, если нужно. Вам помочь? Нет, спасибо. Видишь вон ту птицу? Бенджо, Воистину сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Экклезиаст. а почему ваш народ осел в этих местах? Нам тяжело жилось в Огайо. Кто-нибудь все время хотел выжить нас оттуда. Мой отец увидел эту долину во сне и привел нас сюда. Мы думали, это будет наша земля обетованная. Иногда волю Господа трудно понять. Всегда трудно, когда овцы попадают в страну буйволов. Мистер Хантер убивает наших животных и отравляет водопои. И он приказал своим людям убить моего Бена. Они повесили его за то, что он якобы воровал скот. Если хотите, я убью их. Что? Хантера и тех людей, что убили вашего мужа. Нет. Я просто предложил. Я в долгу перед вами. Мама! Бенджо? Бенджи, что случилось? Они хотели меня повесить. Что? Кто? О чем ты говоришь? Те люди. Давай застрелим их. Разве мы не можем их застрелить? Бенджамин Йодер, что за ужасные вещи ты говоришь? Никогда такого не говори. Что станет с нашими душами, мистер Голд? Я волнуюсь не за ваши души. Бенджо? Бенджо?
Бенджо. Вылезай, Бенджо. Научи меня. Стрелять по-настоящему. Не уверен, что моя рука выдержит пистолетный выстрел. А что, если они придут? Тренируйся. Вам пора снова спать в своей постели. До отъезда я буду ночевать в повозке, которая стоит во дворе. И смогу заметить приближение опасности. Кто ударит тебя по правой щеке, обрати к нему и левую. Господь защитит нас без помощи ваших пистолетов. Мистер Голд, мне нужна ваша помощь. Что вы собираетесь делать с вашими пистолетами, мистер Голд? Прицелитесь в голову какой-нибудь бедной овечки и потребуйте, чтобы она сильнее тужилась? Нет, я приготовил их, чтобы приставить к вашей голове, когда вы в следующий раз назовете меня скотоводом. Освободите тех, что вот-вот готовы упасть. Хорошо. Да? Хорошо. Кто первый? Здесь один новорожденный, но думаю, он мертв. Постарайтесь заставить его дышать. Что? Возьмите его за задние ноги и раскрутите посильнее. Раскрутите его. Ну давайте, крутите. Заставьте его дышать.
Я подумала, мистер Голд, если бы вы остались у нас на лето, я платила бы вам $1 в день. Я думаю, миссис Йодер, что я приму это предложение. Почему у меня такое чувство, что нужно было просить $2? Пистолет. Леви, мистер Голд, это мой младший брат. Смотри, не поймай муху. Рад познакомиться. Мои старшие братья и мой отец. Застегни пояс. Зачем ты привела его сюда, Ребекка? Он пришел, чтобы присутствовать на проповеди. А вы говорите, как старый петух, наш Сэмюэл. Он чужак. Ему здесь не место. Это не запрещается. Я наняла его работником на лето. Отец, я должна идти. Женщины сидят отдельно от мужчин. Если человек говорит «я люблю Бога», но ненавидит брата своего, то он лжец. Ибо, как гласит заповедь, кто любит Господа, любит и брата своего. Здравствуй, мой Бен. Это для красоты. Ты так говорил, когда приносил мне цветы. У нас родилось много здоровых ягнят, а умерло гораздо меньше. Ты бы очень гордился Бенджо.
очень тяжело. Бенджо! Бенджо! Он цел. Возьми сына. Идите в сарай. Ты знаешь, мне нравится, как это звучит. Вудроу Вартон, человек, который подстрелил Джонни Голта. Скорее, Вудроу Вартон — трус, который выстрелил в безоружного человека. Я рассказываю иначе. Трус и вдобавок лжец. Ты начинаешь меня злить, парень. Несмотря на все, что вы натворили, этим добрым людям будет больно увидеть, как я разнесу твою дурную голову. Но с другой стороны, мне на это наплевать. Приятные прогулки, Вудроу. Джонни! Ты настоящий мужчина. Чужаки хотели забрать у меня внука. Ты, чужак, вернул мне его. На этот раз да. Но это не конец. Думаю, вам лучше продать землю и уехать. Те, кто верит в Господа, должны быть непоколебимы, подобно горе Сион. Слава тем, кто покоится в Сионе, и тем, кто в безопасности в горах. Если с вами нельзя справиться одним способом, найдется другой. На все воля Господа. Ребекка, Абрам, Леви, Сэмюэл. Вы шутите и отрицаете могущество Господа, но если бы лошадь не испугалась, вы были бы мертвы. Это деяние Господа. Не сомневаюсь. Наверное, это было чудо. Заходите внутрь. Парень, навлечешь на меня неприятности?
Что там случилось с вашим отцом? Я пообещала, что после сезона стрижки выйду замуж, а вы уедете. Когда я закончу с доктором, я хочу подыскать себе лошадь. Не поможете выбрать? Лошадь? Это ведь вы сказали, что я должен уехать. Я не собираюсь идти пешком. Хочешь, выпьем по сарсапарилье? Да. Лучше подожди меня здесь, а не то твоя мама спустит шкуру с нас обоих. Две сарсапарильи. Хорошо прогулялся, Вудроу. Ты напрашиваешься, чтобы тебя убили. В следующий раз ты допросишься. Похоже, мне нужна еще одна бутылка. Мам, Бенджи, я сказала, что не хочу ничего слышать. ну, мам, Джонни был ни при чем. Он просто хотел купить сарсапарилью. А потом пришли те мужчины, те, кто убили папу.
Джонни, Джонни. Прекрасное утро. Небо такое синее. Мне пора уезжать. Ты обещал остаться на все лето. Ты слышишь музыку, Джонни? Музыку земли. Слышишь? Я слышу все звуки в голове, и они сливаются в музыку. В музыку. Я знаю, что это порок. Ты не можешь быть порочным. Чего ты хочешь, Ребекка? Ты просишь слишком много. Джонни? 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 Где он? Джонни? Джонни? Еще раз ударишь меня копытом, и я оставлю тебя умирать здесь.
Вероломная дочь неразборчивой матери. Ты заслуживаешь того, чтобы утонуть. Спустишься к нам, грешникам, или будешь придерживаться своей возвышенной чистоты? Буду придерживаться. Обойди с другой стороны и помоги мне. Посмотри, что ты наделал. Я весь промок. Это не я. А вот теперь ты весь промок. А ты нет. Джонни. Когда мне было столько же лет, сколько Бенджи, я жил в сиротском приюте возле форта Маккавит в Техасе. Каждый год весной нас наряжали, мыли, давали чистую одежду, стригли и вели в церковь. Мы решили, что это для того, чтобы нас усыновили, поэтому думали: выбери меня, выбери меня, выбери меня. Конечно, это нужно было лишь для того, чтобы сдать нас в наем, как дешевых работников. Однажды приехал один толстый фермер по имени Коупер и выбрал меня. И отправил работать. И если я хоть что-то делал неправильно, он бил меня смертным боем. Так что при первой же возможности я сбежал. Но он послал собак по моему следу. Они приволокли меня обратно. Он посадил меня на цепь в сарае возле горячего ящика, как раз под крюком, на котором разделывали туши. А потом он повесил на этот крюк живую свинью прямо над моей головой. Достал свой резной нож, которым снимал шкуры, и ударил им свинью. А потом оставил ее висеть, визжащую и истекающую кровью, а сам читал мне отрывки из священного писания. Свинья умирала медленно. Потом старина Коупер выпустил ей кишки и сказал, что сделает со мной то же самое, если я еще раз убегу. С тех пор, когда я не работал, он заковывал меня в кандалы. Я потратил 2 года, чтобы перепилить звено в цепи.
И как-то ночью я, наконец, освободился. Я пробрался в его дом, пришел в его спальню, наклонился над ним спящим и ласково сказал: «Простите меня, мистер Коутер». А когда он открыл глаза, я... Нет. Дай мне закончить. Дай мне закончить. Когда он открыл глаза, я вонзил вилы ему в горло. С тех пор я все время убиваю и убегаю. И это у меня хорошо получается. У меня есть глаза на затылке. Я никому не доверяю. У меня нет дома. Я не заслуживаю прощения Господа. И я не заслуживаю тебя. Отпусти меня. Отпусти, Ребекка. Просто позволь. Джонни, Моисей и Бенджи рано забрали стадо. знаю. Это я их попросила. Зачем? Ребекка? Som bläser på luren och skriker på sång. Namnet mitt syne som man på ett vatten. Tro i vid Gud under bockens hav. Сэмюэл, он уже не низвел твою сестру до своего уровня. Ты хочешь пасть так низко? Vad heter så far din någar än du lever? I din försiktighet på djup jag vet. Nej, far min är drucknat och garen är brunnig. På vägen till kyrkan ligger du i ett horn. Ребекка, Я не могу предать свою семью и Бога. Это слишком большая жертва. что они с тобой сделают? Они заставят меня опуститься на колени перед церковью и исповедоваться в грехах. Я буду молить о прощении и поклянусь больше никогда не совершать подобного греха. Больше никто из нас не будет говорить об этом. А ты уедешь отсюда и никогда больше не вернешься.
Этого хотят они, а чего хочешь ты? Неважно, чего хочу я. Нет, важно, только это и важно. Это неправда. Будь моей женой. Женщина из Амишей должна выйти за Амиша. Почему? Почему ты не можешь поступить так, как хочешь? Я не могу. У меня был еще один брат, Джонни. И он отказался от пути Амишей. Его предали анафеме. Его избегали. Мы не могли разговаривать с ним и считать его членом семьи. Это должно было послужить жестоким наказанием. Потому что каждому нужна семья. Но он держался. И мы тоже. Но как-то ночью он пришел в сарай моего отца и перекинул там веревку через стропила. Это убило его. Это убило его. Останься. Останься со мной, пока они не сделают то, что хотят. Ребекка Йодер, предстань перед всемогущим Господом, раскрой свое сердце, покайся в грехах и получишь прощение. Я сознаюсь, что не смогла вести уединенную жизнь, что приняла в свой дом чужака, Джонни Голта, и позволила мирской суете и пороку коснуться себя и своего сына. Я признаюсь. Я признаюсь, что виновна в прелюбодеянии, которое совершила с чужаком Джонни Голтом.
Я признаюсь, что полюбила Джонни Голта. Любовь к нему овладевает мною все сильнее. Она похожа на музыку. Только эта музыка не прекращается. Она становится все сильнее и сильнее. И я думаю, что если Господь любит все свои создания, даже неверующих, неужели Он потребует, чтобы я отвергла свою любовь к этому человеку? Ребекка. Я заглянула в свое сердце в поисках стыда, который должна испытывать после того, что я совершила. Но стыда нет. Я не могу лгать ни вам, ни себе, ни Богу. Я не могу притвориться, что верю в то, во что не верю. А я не верю, что моя любовь к Джонни — ошибка. Я так сожалею. Братья и сестры, я так сожалею. Простите меня. Джонни! Ребекка Йодер. Ребекка Голд. Ты была предана анафеме всеми членами церкви. Мы не разделим с тобой стол и не станем разговаривать. Мы никогда не произнесем твоего имени. С сегодняшнего дня и до тех пор, пока ты не раскаешься, ты для нас мертва. Я не знаю, зачем вы это сделали. Соблазнили женщину Амиши, отвратили ее от семьи и от церкви. Зачем вы стали ее проклятием? Ной, вы знаете эту женщину? Она не проклята.
Что такое? Скажи мне. Моя музыка. Да? Я больше не слышу ее. Она вернется, не волнуйся. Это был голос Господа. Он не вернется. Будьте там осторожны, ребята. Мальчики, поймал вожу, крошка Давид. Почему ты со мной разговариваешь, а с ней нет? Тебя не предали анафеме. Я не могу даже говорить о ней. Прости, Бенджи. Два месяца назад там побывал большой медведь. Очень большой. Убил несколько овец. Думаю, он вернется. Медведям нравится несвежее мясо. А я приготовлюсь. Прекратите! Моисей! Моисей! Проклятые овцы! Опусти. Расскажи мистеру Голту, что здесь случилось и кто это сделал. Скажи, если ему это не нравится, он знает, где меня найти. Я буду считать, что ты согласился. Мне пришлось ампутировать сыну Уивера руку. Я приехал за своим сыном. Его нельзя перевозить. Он потерял много крови. Господи.
боже мой. Джонни, что ты будешь делать? Я скажу, чего не буду делать. Я не подставлю другую щеку еще раз. И не стану смотреть, как они убьют кого-то из моей семьи. Он единственный, кто будет сражаться на твоей стороне. Рэю хотелось подстрелить тебя. Но тот щенок прибавил ему головной боли. Пригнись. Сиди здесь. Мистер Голд, кажется, вы не понимаете, что я всегда выигрываю. Так что... Берегись. Ваши пистолеты. Ваши пистолеты. Пожалуйста. Нет. Мама!
Почему вы ничего не делаете? Потому что у нее пуля 44-го калибра возле легочной артерии. Выньте пулю. В любом случае она умрет. Вы ее спасете, черт возьми. Господь, возьми меня. Возьми меня. Пожалуйста. Позволь умереть вместо нее. Позволь умереть вместо нее. Позволь умереть вместо нее. Пожалуйста. Я слышу ее. Я слышу музыку. Я слышу ее. Расскажи мне, Ребекка. Я слышу ручей. Ветер. Пение птиц. И слышу, как дождь стучит по нашей крыше. Я люблю тебя, Ребекка. Джонни. Мой Джонни. Мама. Мама!
Спасибо, доктор, за все. Везите аккуратно. Не волнуйтесь. Мы поедем медленно и спокойно. Поехали домой. Режиссер Рэнда Хейнс. Автор сценария Дженни Уинфилд. В главных ролях Тим Дейли, Наоми Уотс, Дэвид Кэрридин. Композитор Тодд Бокелхайде. На русский язык фильм озвучен по заказу компании «Екатеринбург Арт».